Здесь прямо видно, что немножечко различима архитектура Санкт-Петербургом. Заметно. Мы сейчас идем в ту сторону до здания бывшей ратуши. Сейчас посмотрим, что мы там увидим. Вот сразу видно, что другая архитектура. Просто очень сильно различима. И много-много упитанных пухленьких собак, между прочим. Бегут там своей дорогой. Вот так гуляешь по Сартовале, а тут такие вот красивые строения. Так хочется пройтись, посмотреть. Немножко. Так, в общем, я не могу пройти просто так, мимо всяких там вот этих вот красивых вещей, сувениров и так далее. Просто вот везде есть Карелия. Карелия. Обнимашки. Обнимашки. Просто интересный милаш. Песенку поет. И много-много всяких штук. И приправочки. И как всегда, как мы любим. Магнитики. Нафиг никому не нужны всегда. Но мы же их наберем все равно. Потому что... О, вот я люблю карельскую косметику. Сейчас придется немножечко задержаться и что-то купить. Не могу я пройти мимо. О, классные открытки. Ну, это же красота. Я такое все обожаю. У меня есть вот такая птичка. Мне, наверное, уже проще сказать, чего у меня нет, чем что у меня есть. Немножко. Так, в общем, я не могу пройти просто так, мимо всяких там вот этих вот красивых вещей, сувениров и так далее. Просто вот везде есть Карелия. Карелия. Обнимашки. Обнимашки. Просто интересный милаш. Песенку поет. И много-много всяких штук. И приправочки. И как всегда, как мы любим. Магнитики. Нафиг никому не нужны всегда. Но мы же их наберем все равно. Потому что... О, вот я люблю карельскую косметику. Сейчас придется немножечко задержаться и что-то купить. Не могу я пройти мимо. О, классные открытки. Ну, это же красота. Я такое все обожаю. У меня есть вот такая птичка. Мне, наверное, уже проще сказать, чего у меня нет, чем что у меня есть. Ну что, как я и обещала, никогда не уйду спокойно. В общем, набрала я сувениров, то, чего мне не нужно. Пошла я, в общем, гулять. Пошли мы гулять, потому что я, собственно, набрала то, что хотела. И у нас осталось немного времени. До свидания. Чтобы посмотреть достопримечательности этого города. Ну, в дорогу. Так, мы зашли в
кафе, называется оно «Уют». Здесь действительно уютно, мило, и мы заказали шашлык, и нам принесли чай. Вы просто посмотрите, как это мило смотрится. Ну это же потрясающе просто. Обожаю, когда заботятся о своих клиентах и к чаю в том числе приносят сладости. Но это ли не прекрасно? Потрясающе. Спасибо, хорошее заведение. Нам принесли невероятно вкусный уже, я попробовала шашлык, картофельная даха. И мы наслаждаемся невероятными вкусами и бежим смотреть все достопримечательности, которые только успеем за сегодня. Для пьющих всегда есть чем порадовать. Нам подсказали, где можно купить карельский бальзам. Он на самом деле кому-то нравится, кому-то нет, но мне знакомые попросили им тоже купить, поэтому мы сейчас быстренько здесь так обзорчик сделаем красивый и быстренько побежим покупать. Место это красивое, называется Дом Берга. И вот всякие красивые. О, вот, ну, собственно, о чем я и говорила. Вот такие карельские бальзамы маленькие. Да, я припоминаю вот эту чекушку. Ну, мне же на подарок для вот тут все. Водка карельская. Все здесь вот есть. Здесь есть все. Ну-ка, вот там вот. А вот там сувенирчики. Прикольно, всякие, да, тоже такие уже более адекватные. Варенье и много-много алкоголя. Смотрите, какая ваза для разных замочков. Какая хорошая аллеечка. Летом здесь, как я подозреваю, есть фонтан. И вот эти друзья меня заинтересовали. Привет! Вот сдалека. Здесь, оказывается, мировые судьи расположены в этом здании. Каток с интересным названием 3 буквы «ы». Я не знаю, как это правильно произносится, простите. Да простят меня местные жители. Мы пошли дальше смотреть достопримечательности. Смотрите, везде прослеживается какая-то холодная северная архитектура. Нет здесь питерских кружевов на домах. Вот, все кружева это вот это. Такие милые тихие улочки. Конечно, что-то в этом есть. Потрясающая картина. Это такая потрясающая галерея, в которой нас предложили поменять старый телефон на новый. Акция. Так, вот начинайте осмотр вот этого зальчика. Здесь у нас сменные выставки проходят. Вот выставка Анатолия Кушина. Он многие годы работал на острове Валам экскурсоводом, поэтому среди пейзажей есть валамские виды. Не все, конечно. Ну, вот а в общем, к чему мы тут телефоны-то решили поменять? Вот, собственно, все. Думаю, iPhone меняем на iPhone. Да, совершенно вот, верно. Виталий Олегович меняет. Вот Дарья с Виталием Олеговичем меняется этот телефон, а этот. Да, да. Вот, собственно, Я равноценно просто. Видите, по моим эскизам вырезается печатная форма. И выпекается 150, пряничек. Правильно? Да, эта модель стоит 150. За 200 вчера продал все с прошивочкой, с брусникой, с клюквой. Ничего, вы свою программку загрузите. Или приходите, мы вместе с вами тут что-нибудь покумекаем и загрузим там. Все, я вам перевела. Да, очень приятно, не больше. Итак, он работал, вот это значит, Сергей Дубатолов, сортовалец. Он работал фотокорреспондентом в местной газете «Красное знамя». Вот эта газета перед вами. И фототехника тех лет все до сих пор находится в рабочем исправном состоянии. Здесь на этой выставке представлено 100 фотографий его, время съемки которых 70-е годы 20-го столетия. На них показана жизнь горожан, сортовальцев, их труд и отдых. Давайте посмотрим, где они работали. Вот это мебельно-лыжный комбинат. Ну, само название говорит о характере производства, но там также еще изготавливали и клюшки. Видите, в центре города играют в хоккей. На этом комбинате работало 3000 человек. При численности города тогда 23 тысячи. Немаловажная пропорция. Вот эта работница другого предприятия той поры, типография у нас была,
Печатали книги не только карельских, но и центральных московских издательств. А вот наверху мы смотрим, видим, малая авиация. Еще сохранилось и взлетное поле, и здание аэровокзала, здесь недалеко, в предместье, поселок Хелюля. Ударяем на первый слог, финское название. Но сейчас эти самолеты, если летают, то они только смотрят за пожарной обстановкой. А тогда можно было каждый день за 6 рублей, за 1 час 15 минут прилететь в город Ленинград, аэропорт Жевка. Вы не из Петербурга приехали? Да, да. Ну вот, пожалуйста, на Жевку за час 15. Тогда. На Ржевку Вот. за час 15. Или же за те же деньги, за то же время можно было прилететь в другую сторону, в город Петрозаводск. Отличие было в том, что в Петрозаводск было несколько рейсов в день, 6. А в Ленинграде добывали рыбу. У рыбзавода был флот. Рыбаки выходили в открытую Ладогу. И сетями ловили такую рыбу, как сик, судак, корюшка, ряпушка. И даже такая красная рыба глубинная называется палия. Она обитает еще в Онежском озере в Норвегии. Сейчас не так дело обстоит. Сейчас огораживают акваторию недалеко от берега. Как курочку кормят форель, загрязняют Ладогу, и бренд «Карельская форель» туристам продают. А тогда трудящиеся ели свежевыловленную рыбу и пили свое пиво. Вот видите? Ну, может, тоже что-то. Не, пожалуйста. Иди посмотри, фотография Вот, видите, на фотографии это цех пивзавода. Обратите внимание, стеклянные бутылочки. Вот. Ну, там не только пиво делали, еще и буратино. Это не Папа Карло, название лимонада. Буратино, да. Да. Смотрим дальше. Местный пищепром представлен. Вот на этой фотографии работница мясокомбината, а это молокозавода. Сырье было свое, потому что вокруг тут были совхозы, колхозы. Там водились коровы. Специально обученные женщины в белых халатах, доярки они назывались, их доили. И сырье поступало на предприятие. К сожалению, на фотографии не попала еще одна отрасль народного хозяйства. Того времени здесь было несколько зверосовхозов. В клетках выращивали таких зверей размером, как средняя собака. Вот такие. Но дорогой мех, песец, норка. Песец. Да, ну вот женщины любят шубки носить, Любим. шапочки. Любим. Да. Вот, да. Кстати, об одежде. Работала швейная фабрика, видите? Но, правда, там не меховые изделия. Там изготавливали, шили верхнюю одежду, рубашки, постельное белье. Тоже не маленькое производство. Численность в разные годы была от 350 до 600 человек. А вот, кстати, их изделия, посмотрите. Вот брюки превращаются. Смогли штанины шить между собой. Вот видите, получился комбинезон. Вот советская топ-моделька, ребята. Но, к сожалению, ничего этого не осталось. Это все это уранковали. Ну, это сленговое выражение, ну, понятно, да? Уранковали. Осталось, правда, подчеркиваю, в городе одно производство. Это вот хлебозавод, видите? Но таких макарон уже не делают. Приходится кушать спагетти. Составной частью выставки является еще черно-белая кинопленка оцифрованная. Киножурнал «Советская Карелия», сюжеты Сартовальской с 1955 по 90 год. Я вам продемонстрирую сейчас 1,5 минутки сюжет 1962 года. А если вам будет интересно, на YouTube наберете в поисковике словосочетание «Сартовала советская», и там уже будет 15-минутный ролик. Вот, посмотрите. Такая потрясающая галерея, лавка искусств называется. Вот с таким красивым мальчиком. Как здесь написано, сердобольные медовые пряники. Один из которых в виде телефона. Ну все, ребят, мы, в общем, попытались тут наконец-то найти еду, но что-то я уже не нахожу свою подругу. Так сильно хочется кофе, но почему-то с кофе здесь проблема. Знаете что, ребята, я могу сказать 100%, что здесь каждый магазин просто произведение искусства. Вы только посмотрите на эту инсталляцию. Потрясающие мужики. Ну, это же великолепно. Фух. Невероятно. Ну и как обычно, много-много-много всяких красивых штук. Блокнотики красивые. Целый магазин красоты. Я хотела пройти мимо, честное слово. Честно, ну как пройдешь? А? Как пройдешь? Снаружи магазин не менее прекрасен, чем внутри. В общем, вся улица вот эта, я не запомнила, по-моему, Кирова называется, что ли. Она вся вот в таких красивых магазинчиках. Все магазины не похожи друг на друга. На этой же улице находится галерея. И посмотрите, какой потрясающий вид на залив. Все очень красиво вокруг нас. О, я
по-моему, поняла, почему подруга остановилась. Мы очень хотим увидеть кофе. Почему здесь в Карелии так мало кофе? Ну, мы вот привыкли по улице бежать и пить кофе. Где кофейни? Очень сложно с кофе. Итак, идем на набережку. Ну вот, как всегда, разве можно пройти мимо лавки и не посмотреть на все это? У тебя такая есть. На секундочку. Мы просто посмотрим. Обещаю, просто посмотрим. Честное слово, просто посмотрим. В общем, мне нравятся вот эти штуки. Я увидела пачку. В общем, мы увидели пачку кофе. Вот, пожалуйста, кофе. Кофе есть, берем. Не стесняемся. Я вот просто думаю, берешь вот так. Да, карандаш, и вот так пишешь. Привет, дорогой. Как дела? Классная штука. Покушай, дорогая моя. Ну что, не стесняйся, покушай. А вот и пристань. Сортовала пристань. Будем сидеть пить кофе на берегу залива. Ну вот, метеорчик еще один приехал. Ой, неправильно. Пришел. Все, что по воде, правильно говорить, ходит. Я, как всегда, забываю. Нам даже с погодой повезло. Сегодня немножко даже было солнышко. Ну, красавчик же, а? Вот, рез туристов. Здорово. Хоть и темнеет, но все равно красиво. В общем, нам какая-то бабушка рассказывает вот про этот камень желаний. Кто-то поставил этот камень, вы говорите, да? То его Ятинин. То его ятин. То его А почему Ятинин. камень желаний? А он скульптор, он с Хельсинки. Он с Хельсинки. Да, он родом с Сартовала. Ну, во время, до войны еще. Ну, тут же финны были. Так. Ну, в общем, он 28-го года, 1900, и он скульптор. Он вот в каком, 39-м году их выгнали отсюда. Ну, в общем, ну, а когда границы открыли, ну, в общем, они стали приезжать. У меня были на квартире много лет. Это такие исключительно хорошие люди. Их еще брат есть двоюродный, тоже Ятин, тоже скульптор. Очень хороший. Я ездила к ним много раз в Финляндию. А почему желание-то? Почему? Он исполняет Да желание? не, это уже Просто так придумали. Молодежь, измени это. Я нарочно слушала и молчу, думаю, пускай хотя, а этот Вот так. ставили этот камень. Ну вот, обе братья были. Вот тут он написал. У меня есть вот тут. Оно все терлось. Или я не вижу, или мне зрение ушло. Нет, видно только плохо. Ладога написано, я вижу. Ну, в общем, это Тойва Ятинин. Это его память. Он Здорово. много города Какие делал. люди интересные тут. Ну что, заканчиваем мы свое путешествие. Почти там же, где начали. Дом Берга называется. Здесь и кафе, и магазин. Вот я уже там подарок покупала. И мы решили покушать местный, называется калитка, с морожкой и с ягодой. И чай в достаточно больших кружках. Сейчас покажу. Просто вот, чтобы вы понимали, кружка огромная. И вот такие вот калитки называются. Ну вот, сейчас приятного нам аппетита, заканчиваем свое путешествие. Ну что ж, нам пора домой, и как обычно по традиции, пару-тройку фото вам оставляю. Спасибо вам большое за просмотр, и до новых встреч, пока!